Всем привет, дорогие друзья! Традиционно к новогодним и рождественским праздникам пекут много печенья для угощения гостей, а самое главное детей. Сегодня я хочу предложить рецепт удивительно красивого и вкусного печенья «Ангельские глазки». Печенье получается очень нежное, рассыпчатое и невероятно красивое, по-настоящему рождественское. А готовится оно проще простого, буквально за 20 минут. Для приготовления теста мне понадобится тесто здесь очень простое и готовится буквально пару минут. В миску отправляю мягкое сливочное масло, всыпаю сахар, добавляю соль. Хорошо все перемешиваю венчиком. Для рецепта лучше всего использовать мелкокристаллический сахар, он быстрее растворяется. Добавляю в массу одно целое яйцо, хорошо перемешиваю. И также добавляю один желток. Белок также мне понадобится потом для печенья, поэтому перекладываю его в отдельную миску. Перемешиваю, добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар, тогда добавляйте его вместе с сахаром. И постепенно в тесто просеиваю муку. Ее может понадобиться чуть больше или чуть меньше, в зависимости от того, какие вы используете яйца. Перемешиваю лопаткой. Песочное тесто не любит долгого вымешивания. Если это тесто долго вымешивать, оно затянется, будет жестким и невкусным. Я просеяла всю оставшуюся муку. Сейчас я вижу, что тесто у меня еще получилось немного липковатым, поэтому я добавляю немного муки, примерно 30 граммов. Посмотрите в итоге, какая получается консистенция. Всего на замес у меня ушло 280 граммов муки. Тесто достаточно мягкое, но вместе с тем оно очень нежное. Сейчас его надо отправить в холодильник минут на 15-20. Тесто немного застынет, и из него будет легче формировать печенье. Подготовлю для печенья ореховую крошку. Здесь у меня грецкие орехи, не обжаренные. Слишком мелко орехи я не измельчаю. И чтобы печенье сделать более разнообразным, буду использовать еще миндальные лепестки. Я их также не обжариваю. И просто вот таким образом измельчу немного руками. Отложенный белок слегка взобью венчиком. Сейчас буду формировать печенье. Беру кусочек теста. Размер, конечно, выбирайте сами. Хотите больше, хотите меньше. У меня размер чуть меньше грецкого ореха. Каждую заготовочку я опускаю в яичный белок и затем буду обваливать в орехах. Точно таким же образом формирую печенье с миндальными лепестками. Все ореховые шарики перекладываю на подготовленный противень. Я его выстелила силиконовым ковриком. Можно также использовать и пергаментную бумагу. И теперь любым удобным способом надо сделать углубление в печенье, для того, чтобы потом наполнить его джемом. Можно это сделать просто пальцем продавить. Можно использовать любое приспособление. Углубление делаю достаточно таким большим, потому что во время выпечки печенье, конечно, поднимется. Чтобы тесто не прилипало, можно окунуть ручку в муку. И сейчас всю эту красоту отправляю в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15-18 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Печенье должно слегка подрумяниться сверху. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Печенье выпекалось у меня примерно 18 минут. Перекладываю его на решетку и оставляю остывать. Как видите, углубления я сделала такие достаточно большие, и они не затянулись во время выпечки. Когда печенье остыло, в углубление выкладываю джем. Лучше всего использовать какой-либо густой джем или варенье. Для печенья с грецкими орехами я буду использовать абрикосовый джем, а для печенья с миндальными орехами – черничный. И ангельские глазки уже готовы. Можно подавать их к столу.
Выкладываю печенье на тарелку. Из-за того, что здесь в середине джем, не надо его выкладывать друг на друга, чтобы оно не слиплось. Вообще, это печенье очень похоже на пирожные, такое нежное и очень красивое. И, конечно, я попробую это замечательное печенье. Какое оно нежное и рассыпчатое. Друзья, я уверена, от такого печенья никто не сможет отказаться. Вообще рекомендую готовить сразу двойную порцию, настолько оно вкусное. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикут «Позитивная кухня». Всем пока!